Давайте поговорим об образовании. Есть две формы, очная и заочная. Заочная, как правило, ниже по качеству, потому что те, кто учится заочно, должны иметь привычку учиться заочно. То есть привычку к самоорганизации, привычку к самостоятельному изучению материала, к тому, чтобы ничего их не отвлекало от обучения. Эта привычка у большинства людей отсутствует. У айтишников она, как правило, есть, потому что и у, допустим, преподавателей школы или университета, потому что постоянно приходится доучиваться, переучиваться, но как обычно стереотипно люди мыслят. Вот мы сейчас отучимся в университете или где-нибудь там в среднем учебном заведении, и все. И нам на всю жизнь хватит этого образования. Увы, сейчас это не так. То есть даже какое-нибудь там, допустим, образование электрика, оно устаревает со временем. Плюс хочется же расширять спектр своих действий. Допустим, помимо высоковольтной электрики, условно говоря, хочется заниматься еще слаботочкой, а там еще все быстрее меняется, поскольку это, по сути, компьютерные сети в той или иной степени, даже видеонаблюдение сейчас. То есть дистанционное обучение — это, скажем так, массовое обучение, которое скорее мотивирует тебя на самостоятельное изучение. И в этом случае я могу понять только если вы, допустим, отучившись где-то дистанционно, получите какой-то диплом, условно говоря, Стэнфорда или какого-нибудь другого вуза с громким именем, чтобы продемонстрировать, что вот вы получили, успешно прошли обучение в каком-то известном мировом вузе. Если же речь идет о какой-нибудь онлайн-школе, то это только как повод для вашего так немножко мотивирования, подстегивания, чтобы вас ментор наставлял или там в электронном виде какая-то система наставляла на большое количество практических заданий, на самостоятельную наработку опыта. Но это скорее такой гайдлайн, то есть некий такой проводник, поводырь в изучении материала, потому что не все готовы, допустим, просто просматривая ролики на YouTube, с полпинка начинать делать какие-то практические проекты. Нужно, чтобы кто-то вас, особенно поначалу, особенно в новом поле деятельности, наставлял на путь истины, так сказать, минимизировал ваши временные затраты. И, наверное, за это надо заплатить. Но только за это. То есть я скорее дистанционное образование рассматриваю как хорошая возможность наработать свое портфолио. Вот так вот. К сожалению, дистанционное образование будет все более и более массовым во всем мире по причине того, что это просто дешево. Дешево то есть налоги же никто не собирается снижать. Но при этом, устраивая дистанционное образование, можно меньше париться об оснащении классов, меньше париться о том, что нужно подвозить учеников в школу. То есть тем, кто собирает налоги, им выгодно, когда учатся люди дистанционно. Плюс это еще и привязывает родителей к какому-то степени к детям. То есть это не то, что ты занес ребенка в школу и пошел на завод. Ты, когда ребенок дома, должен за ним присматривать. Да, и, соответственно, меньше учителей надо при дистанционном образовании. В общем, государству это выгодно. Качество образования, увы, при дистанционном обучении будет ниже, с чем вы имели возможность убедиться, могли столкнуться. И, увы, если бы это сопровождалось уменьшением
налогов и большой конкуренции я бы мог бы поддержать эту идею. Но, увы, как бы за дистанционное образование вам предлагают или столько же платить налогов, хотя оно дешевле для государства, или дополнительно покупать эти курсы на частной основе у каких-нибудь онлайн-школ. Что касается очного образования, то тут все сложнее. Очное образование – это, в моем понимании, прежде всего круг общения. Вот я уверен, что очное образование – это то, с кем вы... Ой, нет, лучше в эту сторону пойду. То, с кем вы познакомитесь, то, с кем вы будете общаться. Очное образование – это когда вас учат учиться. Очное образование – это когда вы выстраиваете горизонтальные связи с людьми за несколько лет сидения совместного за партой. Вот, то есть вы выстраиваете горизонтальные связи в формальной обстановке в классе, в неформальной обстановке где-нибудь там на вечеринке. И потом этими связями, по сути, пользуетесь всю свою как бы начальную трудовую жизнь. Там же рождаются за одной университетской партой стартапы, какие-то совместные проекты, компании. Ну, то есть это круг общения прежде всего, это человеческие связи горизонтальные. И, соответственно, если мы говорим об этом, то что нужно? Нужно выбирать вуз, который будет предоставлять такого рода качественные связи. То есть это какие-то московские, питерские вузы, это какие-то столичные вузы в Испании, это какие-то входящие там в первые 200 вузов в мире, университеты, допустим, в Бельгии или в Великобритании. Плюс, да, еще важная вещь – это язык, на котором вы учитесь. Язык – это способ мыслить, язык – это способ осознавать мир. И когда вы учитесь на английском языке, вы, по сути, получаете конвертируемые знания, вы тут же легко можете написать статью куда-нибудь в какой-нибудь журнал, на сайте разместить эту информацию, потому что вы знаете все термины, вы знаете, вы можете легко переписываться с соавторами на английском языке, неважно откуда они, там из Китая или, господи, из России, из Индии, где угодно. Если же вы учитесь на русском языке, а особенно такие профессии, как медицина или IT, то извините, но вы половину теряете. В общем, я рекомендую очное образование в столичном вузе. Ну, допустим, по Испании это в порядке убивания приоритет Барселона, Мадрид, Валенсия, Бильбао, ну, наверное, Малага, Мурсия. Где еще? Ну, извините, Сарагоса, конечно, крупный большой город. Ну, может быть, какая-нибудь Памплона. Ну, то есть какие-то большие такие города, столицы регионов. Как правило, в них качество вузов лучше, качество образования. Учиться, ну вот, в Эльче под Аликанте есть университет Мигель Эрнандес, по-моему. Ну, не знаю насчет того, кто. Я об этом узнал только потому, что в Альтее есть факультет изобразительных искусств этого университета. Представляете, как разбросаны локации? То есть между факультетами расстояние около 100 километров между Эльче и Альтея. Ну вот, в Европе, кстати, такое возможно, что у вас там, допустим, университет в Мадриде, а какой-то факультет в Сеговии или где-то там в 50-100 километрах от Мадрида. Но общая идея в том, что вы в университет идете не столько ради знаний, сколько ради приобретения навыка
самообразования, самодисциплины и в основном ради горизонтальных связей. И исключением, пожалуй, дистанционное обучение, мне кажется, невозможно для тех, кто занимается естественными науками и медициной. По причине того, что требуется оборудование. То есть, ну понятно, там доступ в медицине в какой-нибудь анатомический театр. То есть медицина дистанционная практически вся невозможна. Что касается естественных наук, то та же физика, ну, ядерный магнитный резонанс вы в домашних условиях не повторите. А вот гуманитарные науки вполне себе могут быть выведены на дистанционное образование, но там теряется вот эта составляющая настраивания горизонтальных связей и нетворкинг. Поэтому давайте так. Очное образование остается для каких-то серьезных профессий и естественно-научных, и медицины, за то, что и за это будут в дальнейшем платить лучше, потому что вы тратите больше, а гуманитарии будут по дистанционке и подешевле. Вот так мое мнение.